Всем привет! На связи с вами я, Юлия Лебедева. И сегодня я хочу провести не просто обзор маркерных кистей для Procreate, но и немножко рассказать. Не случайно я повернула камеру, и вы наконец-то увидели меня. Кстати, с новым микрофоном. Теперь все видео будут гораздо качественнее. Итак, как было дело? Мне пришел на фриланс заказ нарисовать иллюстрацию в таком маркерно-акварельном стиле, чтобы было видно, что это нарисованы маркеры, потому что заказчики были из Австралии, и просто я себе нарисовала на бумаге, одна только пересылка стоила 10-15, плюс еще моя работа. Так вот, мы с ними договорились, я рисую максимально, как? Я рисую максимально реалистично. Это все на iPad, присылаю им, они распечатывают, и вуаля, у них есть отличная работа. Но сразу же я столкнулась с одной проблемой. Я нигде не могла найти хорошую маркерную кисть. Рассказываю по порядку. Я сначала думала, это не беда, каждый второй блогер продает маркерные кисти. Но купила я у одного блогера маркерную кисть, и что вы думаете? Мне прислали обычную текстуру бумаги и обычную кисточку, по-моему, как-то немного видоизмененную бесплатную кисть. Я стала потом умнее. Я начала перед покупкой спрашивать блогеров, художников, типа, пришлите мне видео, как рисуют, из чего состоит этот пак, потому что все, которые продают, это просто обычный zip-файлик. Вот на что некоторые обижались, некоторые посылали мне, типа, купите и посмотрите. Хитренькие какие, все заранее хотите знать. Вот некоторые отмалчивались вовсе. В итоге, спустя несколько часов моих поисков и неудачных покупок, я все-таки нашла те кисти, о которых мечтала, о которых хотела. Внимание, начнется обзор кистей. Итак, где мои кисти? Вот они, алкогольные маркеры. Вот, смотрите. Первая кисточка, которую я хочу показать, она такая клевая, с текстурой. Видите, какая текстура? Прям реально маркером как будто провела. Она не закруглена ни в начале, ни в конце, имеет форму квадрата, даже прямоугольника. И такая чуть-чуть под углом. Она не меняется в зависимости от степени нажатия, ничего в ней не меняется. Да, но зато смотрите, как в настоящих маркерах, когда мы перекрываем один раз, два раза, три раза, она становится интенсивнее цвет. Это очень классно. Но текстура, смотрите, не пропадает. Не пропадает текстура. Это кисть номер 1. Следующая кисть. Вот она влияет на степень нажатия. Смотрите, сейчас тоненько веду, сильно нажимаю, не нажимаю, сильно нажимаю. Еще раз. Не нажимаю, нажимаю, не нажимаю, нажимаю. Видите, текстура у нее та же, но закругленный кончик. Но если мы хотим, мы можем кончик, вот так вот делаем в конце. И кончик у нас остается квадратный. В общем, все зависит от вас. Вот это очень классная кисточка. Очень классно какие-то детали ей обрабатывать, края. Далее следующая кисточка. Она немного, такое ощущение, будто чуть-чуть подсмазанная. Первая у нее, и она полупрозрачная. Зато это плюс, что можно еще больше раз наносить друг на дружку, все будет нормально. Но смотрите, если сильно нажать, смотрите, сильно нажму, легонько нажму, да, практически ничего не меняется. Ну, немножко изменился прозрачность. Далее следующая кисточка у нас, которая есть, 4. Она объединяет как раз-таки вот эти две последние кисточки. Она зависит от нажатия и немного более прозрачная. Вот такие классные кисти я скачала.
И благодаря ним выполнила вот эту свою работу. Вот смотрите, как классно маркеры выглядят в реальном. Вот такие клевые маркеры я нашла. Кому интересно, пишите в комментариях, я вам помогу найти точно такие же маркеры, скачать их и с удовольствием рисовать. С вами была я, Юлия Лебедева. Не забывайте подписываться и ставьте лайки, мне очень приятно от этого. Всем до новых встреч, пока-пока!